Разведенный с певицей Константин Меладзе быстро утешился с молодой фавориткой. 8 лет брака, коту под хвост, или за что боролась, на то и напоролась. Когда-то Брежнева увела Константина Меладзе у Яны Сум, теперь сама оказалась в ее положении. О романе продюсера с 22-летней Софией Тарасовой из Украины поговаривают все чаще. Влюбленные уже и совместный трек выпустили. Как говорят в народе, 40 лет, бабий век, а Брежневой уже 41. Пора в тираж. Если бы не стала дергаться после начала спецоперации, жила бы со своим Костей до сих пор, и забот не знала. Так нет же. Рванула в Польшу разгружать фуры, решила помогать беженцам. Муж остался один, неухоженный, необласканный. Что ему оставалось делать? Сегодня Вера разоткровенничалась с подписчиками в видео в соцсетях, пустив слезу. Последние 1,5 года были очень сложными для меня. Я не знала, как себя собрать, структурировать. Я училась заново искать баланс, потому что потеряла опору. Не знала, с чего начать. Поняла, что нужно заниматься ментальным здоровьем, а не только физическим. Развод с Меладзе дался Брежневой тяжело. Звезду эстрады накрыла депрессия, да такая, что пришлось обращаться за помощью к психологу. Специалист помог. Вера даже начала снова заниматься музыкой. По крупицам собрала мини-альбом. Недавно певица заявила о своем странном желании. Теперь я хочу объединять женщин, чтобы делиться опытом. Каким опытом? Как увести мужика у женщины с 3 детьми? А Константин просто поменял одну украинку, возрастную, на другую молодую. Женщины для него, видимо, как машины. Свои чувства к новой избраннице Меладзе привычно выразил в новой песне. «Моя любовь жива, и она не пройдет. Пусть я болен тобой, меня от тебя не спасти, я хочу тебя ждать, мне не важно, что там впереди». Не поздновато ли Брежнева заговорила о честности? Хотя очистить душу никогда не поздно. Сейчас Вера живет за границей, пытается собрать себя по крупицам и вернуться к творчеству. За это время набрала лишний вес, подурнела, даже косметикой не каждый день пользуется. Что же мы видим у некогда популярной звезды в сухом остатке? Российский кинематограф с Брежневой попрощался. В нашу страну она больше приехать не сможет. Большой любитель юных певичек Константин Меладзе вышел из тени с молодой фавориткой. А у Веры от России осталась только фамилия, да и ту она украла у генсека Леонида Ильича. На самом деле Брежневу зовут Вера Викторовна Галушка. Вкусно и точка. О разводе продюсера и певицы украинский блогер рассказала еще год назад. Это был дым, который, как известно, без огня не появляется. А пламя, то бишь заявление из первых уст, пользователи сети увидели в начале октября, когда Брежнева лично подтвердила развод с Меладзе. Расплакавшись без обручального кольца в видео, звезда призналась, как тяжело ей было после разрыва отношений. Причину развода озвучила медиаменеджер Алена Красная. Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера в Прибалтике. По имеющейся информации, Брежнева подложила Меладзе большую свинью. После того, как она высказалась против специальной военной операции на Украине, на частные выступления перестали заказывать группу Viagra, на которой Константин только за один корпоратив зарабатывал по 150 тысяч евро. Да и кассовых концертов у девочек не было. Пришлось Меладзе группу распустить. Поведала медиаменеджер. И о продаже в элитном районе Подмосковья, особняка Брежнева и Меладзе, покупатель на который наконец-то нашелся. 350 миллионов рублей, вырученные от реализации недвижимости, супруги, теперь уже бывшие, разделили поровну, поскольку особняк был приобретен во время брака. Валерий Меладзе выступил в Берлине с молодой фавориткой брата, ее винят в разводе продюсера с Верой Брежневой. Валерий неожиданно вывел на сцену 22-летнюю Софию Тарасову. Позже к ним присоединился и Константин. В начале октября 2023 года Вера Брежнева объявила о разводе с Константином Меладзе спустя 8 лет брака. У поклонников уже давно возникали подозрения о разладе в звездной семье. Но всего за пару недель до новости о расставании стало ясно, что отношения в паре действительно рушатся, когда Константин неожиданно запел с молодой солисткой группы Viagra.
С 22-летней Софией Тарасовой продюсер записал песню «Почему я?». Отметим, что раньше Вера не разрешала мужу петь с другими артистками. Накануне брат Константина Валерий, во время гастролей в Берлине, вышел на сцену с этой самой Софией, которую подозревают в романе с продюсером. Во время концерта Валерий и молодая певица исполнили песню «100 шагов назад», которую ранее артист пел с группой Виагра. Еще большее удивление испытали зрители шоу, когда на сцене появился Константин Меладзе. Композитор приветственно обнял брата и остановился между ним и Софией. «Вот теперь наша команда в сборе. Друзья, огромное спасибо», — заявил Валерий. Это была последняя песня музыкального вечера, поэтому артист поблагодарил публику за внимание. Я обратился к Тарасовой, отметив, что все аплодисменты из зала адресованы ей. Отметим, что поклонники Веры Брежневой считают причиной ее развода с мужем именно Софию. Сами экс-супруги не дают комментариев на эту тему. Исполнительница хита «Доброе утро» лишь попросила уважать ее решение и не нарушать личные границы. Напомним, об особых отношениях Константина и Софии говорили уже давно, чуть ли не с момента появления девушки в составе Виагры в 2020-м. Да и сам композитор часто выделял ее среди участниц и осыпал комплиментами. На одном из интервью Тарасова поделилась: «Как-то Константин сказал мне, а как люди могут тебе не завидовать? У тебя все есть, и внешность, и голос, и карьерный рост. С тех пор я не обращаю внимания на негатив. Мне это даже приятно. Это нормально».